Привет, друзья! Хочу поделиться с вами рецептом идеального натурального подсластителя рисовым сиропом. Он очень богат железом и кальцием, а также в нем мало углеводов и сахаров, в 3 раза меньше, чем в простом рафинированном сахаре, и поэтому он является низкокалорийным подсластителем, предназначенным для людей, сидящих на диете, и спортсменов. Сначала подготовим зерна пшеницы. Тщательно промыть в проточной воде и оставить замачиваться на сутки в воде. Через сутки ровно пшеница достаточно увеличилась в объеме. Сливаем воду и кладем в мешочек тканевый или завернуть можно в тряпочку. Оставить это все на 12 часов. Затем пересыпать зерна в посуду плоскую. Можно на подносе прямо разложить ровным слоем, но не больше толщиной сантиметр. Разложить нужно зерна так, чтобы не было зазоров между ними. Пшеницу можно накрыть тряпочкой или полотенцем, но я не накрывала, а просто держала в духовке. Или можно держать ее просто в теплом месте, поливая теплой водичкой 2-3 раза в день. Пшеница готова, когда видны белые ростки при длине 3 мм. Семена имеют максимальную эффективность. Беру сколько надо пшеницы мне на сироп, остальное я просушу и перемолочу. Можно сделать впрок и использовать когда надо. Хранить ее можно долго, в сушеном виде до года. Из пророщенной пшеницы можно приготовить множество блюд. Пшеница является отличным суперфудом, который улучшает работу всего организма за счет полезных функций. Для сиропа йоси я не буду сушить пшеницу, а сразу ее использую. Можно перекрутить ее в мясорубке или блендере. Для йоси я буду использовать простой рис и чапсаль. Это рис с высоким содержанием клейковины. Можно делать йоси с простым рисом, но мне больше нравится, когда сироп с добавлением чапсаль. Так он более вкуснее и насыщеннее. Рис, как обычно, как на пабе, промываем в проточной воде хорошенечко. Воду можно добавить чуть-чуть больше, но только чуть-чуть, чтобы он был немножко повлажнее и помягче. Готовить сироп йоси я буду в мультиварке. Рис варю, как обычно, 40 минут. Готовый рис слегка перемешиваем и остужаем, но не полностью, так он, чтобы был теплый. Главное, чтобы рис не был горячим при добавлении пшеницы, иначе процесс ферментации будет полностью разрушен. Пшеницу я промалываю в блендере с добавлением небольшим количеством воды. Размельчаю я это для того, чтобы процесс ферментации прошел чуть-чуть быстрее. Измельченную пшеницу перемешиваем с теплым рисом. Понемногу будем добавлять воду. Воду можно использовать любую, из-под крана. Можно холодную или теплую. Разницы нет. По-любому процесс ферментации займет не менее 5 часов, максимум 8. У меня это все заняло 5 часов. Сколько воды надо? Достаточно того, чтобы она покрыла весь рис, хотя бы на 1 сантиметр, но можно и больше. По-любому сироп уварится до нужного состояния. В мультиварке удобно варить сироп, не нужно стоять и постоянно ее мешать. Главное правильно выбрать функцию. Теперь готовый рис можно поставить в мультиварку. Закрываем крышку и оставляем для ферментации на 5-7 часов. Как узнать, что рис прошел ферментацию? Первое – это рис вначале всплывает на поверхность. При помешивании погружается под воду. Жидкость становится молочного цвета с пузырьками.
На вкус и запах очень приятный, с небольшой кислинкой, немного сладковатый. Можно отжать теперь хорошо. Я подготовила для этого плотный мешочек из бязи, но можно использовать и марлю, сложенную в несколько раз. Главное, нужен нам только рисовый сок. Постараться отжать все, что можно и нужно. По-моему, это самая трудоемкая и грязная часть работы всего процесса приготовления сиропа. Несмотря на нудный и долгий процесс приготовления йоси, я не жалею потраченного времени и усилия, так как готовый результат стоит всех усилий. Вот все, что осталось после того, что я выжила. Рисовое молоко еще раз на всякий случай процеживаю через сито, чтобы не попалось ничего инородного в сироп. В принципе, это молоко можно пить просто так, очень вкусно. На вкус напоминает рисовое вино, но не такой крепкий и не терпкий. Ставлю варить на режиме варка. Сначала на 1 час, затем можно уменьшить температуру и уваривать в режиме варка варенье. По мере загустения сироп начинает понемногу темнеть. Процесс варки занимает достаточно времени. У меня готовился он примерно 2 часа. Можно готовить сироп на газу. Конечно, в кастрюле с толстым дном. Время от времени помешиваем. Сироп готов. Капли медленно сползают с ложки, оставляя вот такие сосульки как будто. Теперь можно перелить в стеклянную банку и остудить. По мере застывания он немного темнеет. Хранить сироп нужно в холодильнике. Рисовый сироп имеет характерный карамельный вкус, очень вкусно. По консистенции он напоминает мед, но не такой он сладкий, конечно, и немного темнее. Спасибо всем, кто смотрел это видео, и я буду признательна, если вы меня поддержите пальчиком вверх.